И это снова мы, ИП Коробченко и Макс. Для тех, кто нас смотрит впервые, мы парни из камня. Для всех прочих, привет, друзья! Сегодня нас ждет очередной выпуск, посвященный гипсокартону. Опять гипсокартон. В этом видео мы с вами построим металлический каркас для зашивки стены листами гипсокартона. В предыдущих выпусках мы сделали разметку на стене и закрепили прямые подвесы. Так что теперь мы можем смело приступать к самому каркасу. Ну что, готовы? Давай сначала покажем, что нам для этого понадобится. Наконец-то приступим к выставлению каркаса. Первой фазой станет отбивка периметра под направляющий профиль. Для этого нам потребуется отвес строительный, карандаш, лучше 2 карандаша или фломастер, рулетка, а потом отбивочная нить. Поехали! Первым шагом станет проверка стены на ее отвесность, скажем так. Прикладывайте отвес к произвольной точке на стене, пока особо... Подними чуть, Максим, выше, чтобы не касался главный отвес пола. Теперь в двух точках прикладываем рулетку, чтобы просто посмотреть, где завал. 4,4 сантиметра, 5,3. Соответственно, тут сразу ясно, что стена завалена сверху на Максима. Значит, Максим откладывает сверху 50 мм. Почему 50? Потому что будет вставляться утеплитель. Если бы его не было, достаточно было 3 сантиметров или 3,5. Максим 5 сантиметров. Итак, от стены на потолке отмечаем 5 сантиметров. Ставим точку. Теперь берем отвес и к этой точке прикладываем его. Тем самым переносим эту точку вниз. На пол. Антон останавливает грузик и отмечает на полу точно такую же точку. А в следующем дубле мы вам покажем, как это будет уже с моей точки зрения выглядеть внизу. Пока как бы поверьте мне на слово, я ее переношу. Все отмечено. Ну а теперь мы перебежали на другую стеночку. И также в той же последовательности выполним те же действия. Только теперь вы будете на это смотреть моими глазами. Максим на потолке отмечает также 5 сантиметров и опускает отвес. Макс, давай. Оп. Вот и он. Очень важно опустить отвес так, чтобы он был не слишком высоко и не слишком низко. То есть буквально полсантиметра, сантиметра от пола. Максим, опусти, пожалуйста, на полсантиметра ниже. Вот. Идеально. С помощью руки остановите отвес, чтобы амплитуды не было движения. Видите? И теперь напротив кончика аккуратно карандашом отмечайте точку. По-моему, все очень наглядно. Можно даже обвести, чтобы потом не потерять. Вот, готово. А теперь с помощью отбивочной нити все отобьем. Вот она, наша отбивочная нить. Стряхиваем ее и сначала отбиваем вверх и низ, потом бока. Напомню, как мне работать. Разматываем сначала чуть в стороне и потом через подушечку большого пальца пропускаем нашу нитку. Старайтесь отбить до самого конца, потому что потом надо будет перенести на боковые стены эту отметку. Пропускаем через наши отметочки. Есть? Есть. Натягиваем и щелкаем. Великолепно. Теперь пол. Вам его не видно, но поверьте, мы его тоже сейчас отобьем. По нашим отметкам, которые мы поставили с помощью отвеса. Оп, опять. Старайтесь разматывать, чтобы она не падала на вашу линию. Сама синька. Натягиваем. Отбиваем. Есть? Есть. Отлично. Теперь карандашом либо фломастером переносим на боковые стены наших отметок. Сначала на эту стеночку. Все по тому же принципу. Разматываем стороночки. Чтобы не засыпать стороны. Натягиваем. Тщательно есть. Отбиваем. Теперь другая стена. Натягиваем.
Есть. Отбиваем. Все, наш периметр под направляющий профиль готов. Начинаем крепить профиля с пола, потому что линию, которую мы отбили, мы можем затоптать, когда будем крепить потолок, засыпать пылью и так далее. Поэтому начинаем только с пола. Берем профиль 27-28, заранее его вымеряем, отрезаем нужное расстояние. Если у вас полы бетонные, берем перфоратор и дюбеля. Если у вас полы деревянные, как у нас, нам потребуется шуруповерт и саморезы. Берем профиль, ставим его за подлицо нашей линии вовнутрь, так, чтобы край профиля и линия совпадали. Прижимаем, ставим саморез, закручиваем. Дальше опять его подправляем, так, чтобы линия была за подлицо с края профиля. Вкручиваем. Шаг между саморезами можно сделать сантиметров 40-50. Я вам показал принцип, по которому можно крепить профиля. Давайте же закрепим весь периметр. Очень важным моментом является то, как вы будете вставлять боковые профиля. Их надо ставить один в один с теми, которые прикреплены на потолке и на полу. То есть можете вставить боком вот так вот, а потом развернуть. И получится у вас вот так. Не забудьте этот момент. Не забудьте. Теперь давайте расставим профиля 60 на 27. Прежде чем это сделать, заметьте обязательно каждый профиль по отдельности. И когда будете резать, отрежьте на сантиметр меньше, чтобы он легко вставлялся в направляющий профиль. Поехали! Мне удобнее начинать сверху. Вставляю сначала его вверху, потом завожу по диагонали и вставляю его вниз. Следующий таким же образом вверх, заложу его по диагонали. Да, и подвесы сразу загибайте. Они будут потом работать. Давай, побыстрее, побыстрее. Затем натянем нитку и выставим их по плоскости. Ну что ж, будем затягивать нитку. Берем монтажку, саморез плюс шайбы 4,2 на 13 без сверла. Со сверлом для работы с гипсокартонными профилями такие саморезы не подходят. Ставим его к профилю и вкручиваем ее в профиль. Если получится, то не до конца. Берем нитку, заводим ее так, чтобы она держалась. И докручиваем шуруповертом на малых оборотах саморез. Все, нитка держится.
растягиваем ее. Обратите внимание, нитку нужно натягивать выше подвеса сантиметров на 10-15, чтобы она не мешала руке и было удобнее. Опять саморез своей шайбы. Смотрим, нитка натянута у нас выше саморезов. Значит, крепить нужно где-то здесь. Подвесов не смотрю. Ой, подвесов, да. Также не до конца. Заводим нитку и натягиваем ее. Натягивать нужно без фанатизма, но чтобы она была хорошо натянута. Опять аккуратненько на малых оборотах прикручиваем. Теперь дальше. Делаем то же самое. Зацепили нитку на малых оборотах, натянули. Оп. В другую сторону идем. Натягиваем нитку, смотрим, чтобы она была выше подвесов. Вот примерно в этом месте. Делаем то же самое. Заводим нитку за саморез. Капроновую, кстати, нитку, а то нитку. Натягиваем ее. И аккуратненько саморез поджимаем. Готово. Да, и нитка должна быть капроновая. Хочу обратить ваше внимание на еще один немаловажный нюанс. Выставлять профиля мы будем, начиная с крайнего, по очереди все остальные. Поэтому важно, чтобы остальные профиля не касались, не оттягивали нитку. Для этого я беру саморезы, надавливаю на профиль и вставляю в боковые дырочки подвеса саморезы. Таким макаром, чтобы он не доставал, как видите, нитку. И так все последующие профиля. Как же выставлять эти профиля? Смотрите, профиль не должен ни в коем случае отгибать нитку, но и также он не должен быть слишком утопленный по отношению к ней. В идеале нужно, чтобы расстояние между ниткой и профилем было около миллиметра, даже меньше. Теперь крепим. Саморезы с пресс-шайбой, держим профиль и в подвесе есть дырочки. Стараемся закрепить посерединочке. Один. Теперь с другой стороны то же самое. Смотрите, нитка не касается нашего профиля. Она прям в идеале. Надеюсь, вам было понятно, как это сделать. Теперь я выставлю весь каркас в ускоренном режиме, чтобы не отнимать ваше время. Вот и все. Самое сложное позади. Впереди нас ждет крепление листов ГКЛ. Если вы не будете утеплять стену, то подвесы можете загнуть. Но если же вы собираетесь утеплять, не делайте этого. Потом мы покажем почему. А пока можете снять нитку и все. Готово! И эта тема про ГКЛ нами полностью разобрана на самые мелкие составляющие частички. А ведь действительно она краеугольная, ведь собирать каркас — это основа всего, это скелет. Не знаю, беда или нет, но темы про ГКЛ еще будет целая куча. Но мы все вместе с вами вытерпим и сделаем. Давай будем прощаться со зрителями. Меня зовут Макс, это ИП Коробченко. Вместе мы парни из камня. Делайте своими руками вот этими вот. Делайте хорошо. Но без фанатизма. Всем пока.
И снова с вами мы, ИП Коробченко и Макс. Для тех, кто нас смотрит впервые, мы парни из камня. А для всех тех, кто нас смотрел раньше, на какого черта я говорю? Я не это хотел сказать. В предыдущих наших выпусках мы сделали разметку на стену и зашивали. И зашивали. Ничего мы не зашивали. Наконец-то начнем выставлять наш каркас. А с чего начать? Начнем мы с отбивания периметра. Хорош, ты начнем, сказал, 3 раза. Да? И отрезать на сантиметр меньше, для того, чтобы он легко вставлялся в направляющий профиль и не зацеплялся заново. Подожди, ты хоть скажи. Мы все стерпим, я скажу. Мы все вместе вытерпим. Вместе с вами. Вместе с вами. А вы с нами вытерпите? Как-то так. Вот и эта объемная тема осилена. Как Подожди, там много текста.